Когда будете покупать свиные ребра, попросите заранее мясника порубить их крупной лентой. Именно в таком виде они сохранят свою сочность и необычайный вкус. Перед тем, как начать готовить ребра, необходимо их подготовить. Для начала пусть они немного полежат и достигнут комнатной температуры. Срежем с них кожу. Удалим также лишнее сало, свисающее с его краев. Оно все равно сгорит. Хотите вы этого или нет. Я оставил его примерно 1 см. Также следует убрать жесткую пленку с внутренней части ребер. Хорошенько обсыпем ребра солью и молотым черным перцем. Перевернем их и то же самое проделаем с другой стороны. Оставляем ребра немного полежать, чтобы они хорошенько впитали в себя эти приправы. Возьмем зерна кориандра. Нарежем хлопьями сухого острого красного перца. Можно использовать его и в свежем виде. Ко всему добавляем часть обычной и часть копченой паприки. Натираем цедру 2 лаймов и 2 лимонов на терке мелкого размера. Половину цедры смешиваем с приправами и добавляем оливкового масла. Как следует растираем все до ровного, пастообразного и однородного состояния. Теперь пришло время натереть свинину цитрусовым маринадом. Старайтесь втирать маринад по всей поверхности ребер равномерным слоем, чтобы ни один участок не был им обделен. Постоянно добавляем оставшуюся часть цедры, которую равномерно распределяем и растираем поверх маринада. Проделываем то же самое с другой стороны. Не забываем про края и бока, их также необходимо обильно обмазать. Цедра придает особую изысканность и законченность в мариновке ребер. Застилаем противень плотной фольгой в 2, а то и в 3 слоя. Постарайтесь только, чтобы не было никаких щелей, иначе весь сок вытечет и свинина будет жесткой и не такой сочной. Выкладываем ребра мясистой стороной вниз и тщательно заворачиваем несколькими слоями. Это все необходимо для того, чтобы максимально сохранить высокую температуру внутри ребер, а также позволит сохранить все ароматы и сочность. Ставим мясо в духовку на 1 час при температуре 180 градусов. Пока мясо готовится, пожарим картофель в пряных травах. Тщательно вымытый картофель нарезаем крупными кусочками толщиной примерно в 1 см. Кожу с картофеля я не снимаю. Поставим его вариться на 5-7 минут. Так он дойдет почти до полной своей готовности. В раскаленную сковороду я добавил, как всегда, гусиного сала. Именно оно придает особый вкус картофелю. Картофель осторожно выкладываем на сковороду ровным слоем и обжариваем на максимальном огне. Сверху него я добавляю несколько веточек свежего розмарина. Нет свежего? Используйте сушеный. Немного поперчим картофель. Дадим ему как следует приобрести золотистую корочку. Постоянно переворачиваем его. В самом конце я добавляю немного свежего репчатого лука, порезанного крупными дольками. Я хочу, чтобы он был доведен лишь до полуготовности. Картофель приобретает потрясающий цвет и запах. Не забываем его немного посолить. Прошел час. Достанем ребрышки и осторожно снимем верхний слой фольги. Свинина готова. Она абсолютно мягкая и сочная внутри, но еще пока не зажарена. Поэтому для получения хрустящей, румяной и кисло-сладкой корочки я беру немного меда и добавляю в него лимонного сока. Обмажем ими верхнюю поверхность ребрышек обильным и густым слоем. В таком состоянии отправляем ребрышки обратно в духовку на полчаса. При этом я выставляю температуру 200 градусов и включаю тен в положение гриль. Поэтому следите, чтобы ребрышки не подгорели. Ребра полностью готовы. И я даже не сомневаюсь. Достаточно только посмотреть на них и понять, насколько они восхитительны. Разрежем ребра на порции. Приготовленное мясо на косточке более мягкое и сочное. В отличие от остальных частей, ребрышки находятся в окружении мраморных слоев жира, что и определяет эту сочность и нежность. Подавайте ребрышки обязательно горячими, с замечательным картофелем, луком и пряными травами. Они как никто лучше всего дополнят друг друга и сделают ребрышки незабываемыми. Приятного аппетита и до скорых встреч!